Антонио Вивальди, рыжий священник Венеции. 4 марта 1678 года, когда вечерний туман стелился над венецианскими каналами, город вздрогнул от подземного толчка. Землетрясение было слабым. Несколько черепиц слетело с крыш, на фасадах появились трещины, женщины с четками выбежали на улицы. Но для семьи скрипача Джованни Баттисты Вивальди тот вечер стал роковым по иной причине. Камилла Вивальди разрешилась от бремени именно в тот момент, когда пол качнулся под ее ногами. Младенец появился на свет слабым и хрипящим. Его крик не напоминал здоровый плач, скорее приглушенный стон, прерываемый судорожными попытками вдохнуть. Повитуха покачала головой и перекрестилась. Она видела таких детей прежде. Те, кто не способен дышать в первые минуты, редко доживают до рассвета. Джованни бросился за священником. Когда они вернулись, младенец все еще дышал. Хрипло, прерывисто, но дышал. Отец Джузеппе совершил крещение торопливо, словно боялся не успеть. Мальчика нарекли Антонио Лучо, в надежде, что свет, заключенный в имени, поможет ему выжить. Антонио выжил. Но болезнь, настигшая его в первые минуты жизни, не отступила. Астма, так называли врачи эту хворь, от которой не было лекарства. Приступы случались внезапно. Среди ночи мальчик просыпался, задыхаясь, хватался за горло. Камилла бросалась к нему, прижимала к себе, шептала молитвы. Джованни научился распознавать предвестники и распахивал окно настежь, впуская холодный воздух Венеции, и это порой помогало. Город, в котором рос Антонио, был странным и прекрасным. Венеция 1680-х, республика купцов и дожей, построенная на воде. Здесь дворцы вырастали из зеленоватых каналов, гондолы скользили бесшумно, по улицам двигались процессии в масках. Венеция жила двойной жизнью. Днем молилась, ночью грешила. Семья Вивальди балансировала между бедностью и скромным достатком. Джованни Баттиста был скрипачом оркестра базилики Сан-Марко, достаточно искусным, чтобы получать жалование, но музыка кормила семью, не делая ее богатой. Дом был тесным. 2 комнаты с окнами на узкий канал, зимой холодных и сырых, летом наполненных запахом лагуны и криками пьяных. Но в этом доме звучала музыка. По вечерам Джованни играл для себя. Старинные мадригалы, церковные гимны, народные мелодии. Антонио, едва научившись ходить, подходил к отцу и стоял рядом, завороженный. Мальчик не мог бегать и кричать. Любая нагрузка заканчивалась удушьем, но он умел слушать. И в те минуты, когда отец водил смычком по струнам, бледность уходила с его лица, глаза оживали. Казалось, болезнь отступала, побежденная силой звука. Когда Антонио исполнилось 5 лет, отец впервые вложил ему в руки скрипку, старую, с трещиной на корпусе. Первые звуки были жалкими – скрип, визг, фальшь. Но Джованни не торопил. Он показывал, как держать смычок, как слышать ноту, прежде чем сыграть ее. Иногда приступ астмы прерывал урок. Скрипка откладывалась, и мальчик сидел у окна, хватая ртом воздух. Но не бросал. Год за годом пальцы становились увереннее, звук чище. К 10 годам Антонио играл так, что соседи останавливались под окнами послушать. Джованни понимал, сын не сможет быть ремесленником, не сможет грести на гондоле. Единственный путь – музыка. Но музыка в Венеции кормила не всех. И отец принял решение, изменившее судьбу Антонио навсегда. Мальчик станет священником. Это был расчет холодный и прагматичный. Церковь давала образование, защиту, кров. Священник мог жить при храме, иметь доступ к библиотекам и влиятельным покровителям. Для семьи без земли и титулов единственный способ обеспечить будущее хрупкому сыну. Камилла плакала, но возражать не стала. Если Антонио останется простым музыкантом, он умрет в нищете. В 1693 году, когда Антонио исполнилось 15,
Его отдали в семинарию. Жизнь там была суровой. Ранний подъем, молитвы, скудная еда, холодные кельи. Приступы астмы участились. По ночам он лежал без сна, задыхаясь в тесной комнате. Но учился. Зубрил латынь, переписывал священное писание, а когда все засыпали, тихо играл на скрипке, которую отец разрешил взять с собой. Это была его настоящая молитва, не та, что требовалась днем, а идущая из глубины. Годы в семинарии научили Антонио притворяться, выглядеть смиренным, когда внутри бушевала жажда творчества, читать молитвы с видом истинной веры, пока мысли блуждали среди нот. Семинария готовила покорных слуг церкви, но под рясой будущего священника билось сердце музыканта, мечтавшего, чтобы его музыка зазвучала в залах Европы. 23 марта 1703 года Антонио Вивальди был рукоположен в священники. Церемония прошла в базилике Сан-Марко. Торжественная, полная ритуалов. Он дал обеты целомудрия, бедности и послушания. Когда выходил из собора в новой сутане, бледный, с огненно-рыжими волосами, никто не мог знать, что этот хрупкий молодой священник станет одним из самых скандальных людей Венеции. В тот же день ему предложили место учителя музыки в приюте Пьета, учреждении для девочек-сирот на набережной Скьявони. Многие воспитанницы были тайными дочерьми венецианских аристократов, оставленными в приюте через специальное окошко в стене. Их растили, учили музыке. Пьета славилась оркестром. Девочки играли на скрипках, виолончелях, гобоях, пели в хоре. Концерты проходили в церкви. Музыкантши сидели за деревянной решеткой. Их не было видно. Слышны были только голоса и инструменты. Венецианская знать приходила слушать этих невидимых ангелов и оставляла щедрые пожертвования. Антонио пришел в Пьето в апреле 1703 года. Войдя в репетиционный зал с высокими окнами, выходившими на лагуну, он увидел девочек разного возраста с инструментами в руках. Остановился в дверях, чувствуя, как сердце бьется чаще. Он видел перед собой не просто учениц, он видел оркестр, который станет его голосом. Первые месяцы были трудными. Девочки играли механически, следуя нотам, но не чувствуя музыку. Антонио переписывал партии, подстраивая их под каждую исполнительницу, проводил в Пьето целые дни. Астма не отступала. Иногда, посреди репетиции, он выходил в коридор, прислонялся к стене и ждал, пока выровняется дыхание. Девочки привыкли к этому, перестали пугаться. Когда приступ проходил, он возвращался и продолжал. По ночам в крошечной комнате при приюте он писал собственные произведения, концерты для скрипки, сонаты для виолончели, церковные мотеты. Свеча догорала, пальцы коченели, но он писал страницу за страницей, создавая музыку, которой еще не существовало. Венеция начала говорить о нем. Рыжий священник из Пьето, так его называли. Огненный цвет волос в сочетании с бледностью и черной сутаной создавал запоминающийся образ. После концертов к нему подходили знатные патриции, предлагали писать музыку для частных капелл и торжеств. К 1710 году Вивальди стал одним из самых известных композиторов Венеции. Издатели в Амстердаме начали печатать его ноты, редкая честь для человека, не достигшего 40. Но жизнь в Пьето была не только музыкой. Он видел, как взрослеют его ученицы, как меняются их лица и голоса. Некоторые из старших смотрели на него не так, как смотрят на священника. Он замечал эти взгляды, чувствовал напряжение, когда его рука касалась руки девушки, поправляя пальцы на грифе. Обет целомудрия он пока соблюдал, но соблазн жил рядом, дышал в затылок каждый день. Венеция была городом, где грань между священным и греховным стиралась легко. Антонио знал, как живут другие клирики, но пока музыка заменяла ему все остальное, она была страстью, сжигавшей другие желания. Однако он понимал, рано или поздно что-то сломается.
Нельзя вечно жить в мире красоты и молодости, оставаясь лишь наблюдателем. 1722 год стал вершиной. Вивальди представил в времена года серию скрипичных концертов, каждый из которых звучал как сама природа. На премьере зал был переполнен. Говорили, что один из приближенных Дожа плакал, слушая зиму, и крепко сжимал руку супруги, когда зазвучала весна. Один из придворных писал в Париж: «Этот священник делает то, чего никогда не делали молитвы. Он заставляет людей чувствовать Бога внутри себя». Под аплодисменты Вивальди ощущал не только триумф, но и тревогу. Он видел, что его искусство перестает принадлежать ему. Ноты печатали в других странах без разрешения, копировали и меняли без его ведома. Музыка, в которую он вложил сердце, превращалась в товар. Он все чаще уединялся в своей комнате и работал в тишине. Только там он мог снова быть просто человеком, а не чудом, на которое ехала смотреть вся Европа. Весной 1723 года Вивальди получил приглашение поставить оперу в театре Сант'Анджело. Он пришел ранним утром, когда сцена была пуста. Воздух еще хранил запах ночных свечей. Он прошел вдоль кресел, коснулся бархатной ложи и почувствовал знакомое волнение, предчувствие встречи. Она появилась на репетиции в тот же день. Анна Жира, молодая певица из французских земель, имела голос не сильный, но теплый и мягкий, точно ветер в конце лета. Ее лицо не было классически красивым, но в нем жила непостижимая энергия. Когда она запела, стало очевидно. Сцена слушает ее. Вивальди поначалу почувствовал раздражение. Он не терпел неверного ритма, но чем дольше слушал, тем яснее понимал. В этой певице есть нечто, чему нельзя научить. Инстинкт живой страсти. Он сел у клавесина и попросил повторить арию. Она запела, и между ними возник невидимый ток. Он следил за ее губами, за движением плеч и чувствовал, как музыка, написанная им прежде, обретает плоть и дыхание. В последующие недели они работали ежедневно. Он писал новые арии, подстраивая их под ее голос, открывал в нем оттенки, которых прежде не существовало. Порой между словами рождалась тишина, слишком долгая, и рука Вивальди начинала дрожать, когда он делал вид, что поправляет ноты. Премьера состоялась в начале осени. Анна вышла на сцену в красном платье, освещенное свечами. Ее голос был слабее, чем у других певиц, но в каждом звуке чувствовались желание и искренность. Публика замерла, а потом захлопала, требуя повтора. Вивальди стоял за кулисами и ощущал, как кровь бьется в висках. Он понимал, эта женщина изменила не только его музыку, но и его самого. После спектакля зал опустел. Она положила руку ему на плечо. Он не отстранился. Тело отозвалось жаром, и в ту секунду он впервые осознал, что переступил незримую черту. Мир, в котором он жил до того дня, закончился. Скоро их стали видеть вместе повсюду. Венецианские улицы быстро отзываются слухами. Говорили о любовной связи, о кощунстве, о грехе. Вивальди объяснял публично. Певица Анна Жира, его подопечная, нуждающаяся в профессиональном руководстве, живущая вместе с сестрой Паолиной. Церковные чиновники молчали. Никто не решался ссориться с человеком, чьи концерты приносили храмам больше пожертвований, чем любая месса. Но осуждение росло. Анна осталась при нем. Они поселились в доме у канала, вблизи театра. Теперь он писал не ради славы и не ради Бога. Он писал ради нее. Его шумные концерты сменились музыкой интимной, словно обращенной к единственному слушателю. В этих пьесах слышались признание, восхищение, мольба и страх. Слухи дошли до церковных властей. В Пьето стали поступать письма с вопросами о недопустимом поведении. Был найден компромисс. Вивальди освобождали от миссы, но позволяли продолжать преподавание при условии сугубо профессиональных отношений. Он согласился, не имея выбора.
Это стало первым шагом к его внутреннему падению. Теперь он официально утратил священническую практику, но не статус клирика. Оказался между небом и землей. Их союз становился все сложнее. Она хотела открытости и признания. Он – тишины и уединения. Иногда, устав от упреков, он уходил к лагуне, сидел на ступенях и слушал, как вода бьется о камень. В этих звуках находил равновесие. Но когда возвращался домой, запах ее кожи оказывался сильнее любых слов об отречении. В начале 30-х годов Вивальди покинул Венецию. Город стал тесен, на его концертах все еще собирались толпы, но в глазах покровителей читалась усталость от скандалов. Аплодисменты больше походили на привычку, чем на восторг. Они отправились в Европу. Он, Анна и ее сестра Паолина. В Вене их принял император Карл VI, называвший Вивальди «рыжим маэстро». После концерта во дворце, где придворные дамы вытирали слезы, не снимая перчаток, император лично пожал ему руку и подарил золотую цепь. Но за блеском подарков скрывалась пустота. Монарх был не слушателем, а символом. В Праге публика была проще и страстнее. В Амстердаме, где его издавали с прежних времен, Вивальди почувствовал призрак старой славы. Его концерты встречали с уважением, но уже как нечто из прошлого. В моду входил новый стиль, проще, прямее. Молодые музыканты говорили, что барокко устарело, его мелодии называли слишком бурными. Он возвращался в гостиничные комнаты с тяжестью на сердце и понимал, его время уходит. В Швейцарии он остановился ненадолго. Среди заснеженных гор нашел странный покой. Несколько недель прожил в доме у подножия Альп, где никто не знал его имени, и писал короткие мелодии, наполненные светом. Позже их назовут его гением. Тогда они были попыткой оправдать себя перед небом. Вернувшись в Венецию, он обнаружил, что город изменился. Молодые композиторы говорили о нем, как о мастере ушедшей эпохи. Его концерты посещали из уважения, а не из любви. Правление Пьета уведомило, что больше не нуждается в его услугах. Официальная причина – возраст и болезнь. Между строк читалось иное. Осенью 1737 года жизнь приняла оборот, которого он не мог предвидеть. Слухи о его связи с Анной достигли Феррары. Кардинал Томас Руфо, правитель города, заявил, что не намерен принимать священника, забывшего о небесных законах ради земной страсти. Вивальди прибыл в Феррару с партитурой новой оперы, мечтая о грандиозной премьере. За несколько дней до нее в театр пришло письмо, запечатанное кардинальской печатью. Запрет на участие в представлениях и предписание немедленно покинуть город. Причина – образ жизни, недостойный служителя церкви. Когда посыльный передал ему письмо, он долго стоял на улице в сыром тумане, держа конверт в руке. Анна ждала его в гостинице. Он вернулся, положил письмо на стол. Она прочла молча. Потом коснулась его плеча. Он поднял глаза и тихо произнес: «Нас нет». Эти два слова разрушили в нем все, что еще держало веру в себя. Они покинули город на рассвете. Дорога была мокрой от дождя, колеса вязли в грязи. Вивальди сидел напротив Анны, рассеянно держа записную книжку. Строчки сливались от дрожания пальцев. Тишина между ними была как обвал. Вернувшись в Венецию, он обнаружил, что двери Пьета закрылись. Его приглашали еще на частные концерты во дворцах, но приемы напоминали любезность. После каждого он выходил на улицу, закрывал глаза и ощущал слабость рук. Его тело подводило все чаще. По ночам он просыпался, хватая ртом воздух. Зимой 1740 года Венеция была серой и холодной. Денег почти не осталось. За последний месяц он продал инструменты и рукописи. Когда пришла весть о смерти императора Карла VI, Вивальди странным образом ожил. Этот монарх был последним покровителем, называвшим его другом. Весть пробудила память о днях, когда его имя произносили с восхищением. Родилась мысль вернуться в Вену.
Не ради заказов, скорее в надежде найти покой и, быть может, последний шанс напомнить о себе. Анна поддержала. Ее голос почти угас, но она все еще пела для него по вечерам. Дорога через горы стала испытанием. Антонио терял сознание в карете, и Анна клала его голову себе на колени, стараясь не плакать. Просыпаясь, он шептал: «Музыка! Воздух!» Она понимала. Он ищет не жизнь, а место, где она может завершиться достойно. Весной они прибыли в Вену. Город встретил равнодушием. Новый монарх не интересовался музыкой. Вивальди снял комнату на окраине, у церкви святого Стефана, у бедной вдовы. В приходском реестре значилось: священник Антонио Вивальди, музыкант, проживает временно. Слово «временно» стало приговором. Он жил тихо. По утрам выходил с тростью, слушал звуки города. Не было ни запаха лагуны, ни криков гондольеров. Иногда заходил в храм и касался клавиш органа. Прикосновение приносило странное облегчение. Церковь, некогда отвергнувшая его, теперь принимала молча. Денег едва хватало на хлеб и свечи. Анна пела в тавернах, ее голос звучал хрипло, но устойчиво. Она пела, потому что знала, эти песни нужны ему. Вернувшись, садилась у окна, а он дописывал такты, которых, возможно, никто никогда не услышит. Летом Вивальди болел все тяжелее. Однажды его пригласили на частный концерт. В позолоченном зале он сидел в тени и слушал, как чужие музыканты исполняли его старые произведения. Никто не узнал седовласого старика в черной сутане, тихо поднимавшего руки, будто дирижируя в пустоте. Он улыбнулся и понял: его музыка живет без него. Когда зал наполнился аплодисментами, он тихо удалился, не назвав своего имени. Врач сказал, что сердце изношено и конец будет тихим. Он оказался прав. В последние недели Вивальди писал особенно много. Маленькие тетради заполнялись неразборчивыми линиями. Уже не музыка, а дыхание, зафиксированное на бумаге. В тот вечер, когда солнце касалось крыш, он сидел за столом, и рука его замерла. Сквозь окно в комнату вошел свет. Анна увидела, что он улыбается. Голова слегка опустилась, пальцы все еще держали перо. Бумага была исписана до самого края. Никто из венских вельмож не заметил, что великий композитор покинул этот мир. Несколько соседей и священник совершили погребение на кладбище для бедных при церкви святого Карла. Не было ни речи, ни хора. Место захоронения не сохранилось. Землю вскоре перекопали для других могил. Осталась только музыка. И та обошлась без надгробия. Вивальди умер не как падший грешник и не как святой. Он умер как человек, который всю жизнь пытался услышать то, что слышит Бог, и однажды понял, что сделал это через звук. После его смерти Анна исчезла. Говорили, будто она вернулась в Венецию и пела в кабаках под чужим именем. Другие утверждали, что видели ее в монастырском приюте, где она молчала и никогда не признавалась, кем была. В каждом слухе звучала попытка объяснить то, что объяснить нельзя. Прошли десятилетия. Имя Вивальди выпало из памяти Европы. Его ноты пылились в архивах. Только в начале 20 века молодой музыкант, разбирая старые партитуры, наткнулся на подпись: «Антонио Вивальди, священник Венеции». Сыграл первые такты и замер. Музыка была живой, как дыхание. В тот момент Европа вернула себе одну из забытых душ. Рукописи начали появляться одна за другой. В Милане, Риме, Германии. Иногда листы находили в ящиках инструментов, где мастера использовали их вместо прокладок. Но когда эти страницы попадали в руки музыкантов, они оживали. Началась охота за именем. В Лондоне вышел сборник «Музыка красного священника». Газеты писали, что в этих звуках слышится страсть монаха и дыхание моря. Та же церковь, что некогда запрещала его, теперь гордилась им как украшением традиции. В 1821 году на площади Святого Марка впервые за десятилетие исполнили «Времена года».
Был вечер, небо окрашивалось медным светом. Когда зазвучала весна, никто уже не помнил, кем был автор, но все чувствовали. Этот звук рожден самим городом. Венеция возвращала себе голос, которого когда-то лишила, прогнав того, кто говорил с Богом языком скрипки. К середине 20 века его имя знали повсюду. На фасаде приюта Пьето появилась мемориальная доска. Здесь служил священник музыки Антонио Вивальди. В зале, где когда-то за решетками пели девочки, снова звучали его концерты. Юные скрипачи стояли с закрытыми глазами и говорили потом, что им чудилось чье-то дыхание рядом, легкое, как у человека, который долго терпел боль, но не позволил ей заглушить музыку. Каждый век по-своему судит своих мертвецов. Вивальди досталось удивительное равновесие. Его не восхваляли как святого и не проклинали как грешника. Его принимали как зеркало, в котором каждый видел свое. Его музыку называли его исповедью, и, вероятно, она и была ею. Единственной, где нет места оправданиям. Сегодня никто не найдет его могилу. Земля, где он лежит, давно застроена домами. Но всякий, кто слышит первые аккорды осени или дыхание скрипки зимы, становится его свидетелем. Так, не имея надгробия, он обрел вечную жизнь в слухе каждого, кто хоть раз почувствовал этот огонь, превращенный в музыку. Вивальди не искал бессмертия, не знал, что его музыка переживет его на века. Он писал, потому что не мог не писать. Он грешил, потому что не умел иначе любить. Он страдал, потому что его душа всегда слышала больше, чем могла вынести. И когда спустя века в полумраке театра звучит одна из его сонат, кажется, что время, как и Бог, замирает, чтобы послушать человека, который однажды сумел заставить вечность звучать. Подпишись на канал у нас, для тебя много интересного.